Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, из разных континентов. Очень приятно. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, с палитрой такой работали, и с новым узорчиком. Сразу вам напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну а я в свою очередь остановлюсь на тех ниточках, с которыми буду работать сегодня. Это у меня, смотрите, особенно новички. Alize Angora Gold. Моточки в 100 граммах 550 метров. Так, далее идем. По составу это, смотрите, 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам говорят, берите от двоечки до четверочки, в зависимости от вашего узорчика, от плотности вязания. И пока не забыла, сразу же назову цвет. Смотрите, цвет 152. Так, вот он такой интересный, меланжевый такой переход цвета, бежево-беленький и так далее, и так далее. Красиво смотрится. Вы точно так же берете непосредственно свою пряжу, смотрите аннотацию к данной пряже, что вам советуют по поводу крючка, чтобы у вас все получилось. А я сегодня возьму троечку, потому что я данную пряжу вязала троечкой, и я остановлюсь на ней. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. Ну и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. То есть я набираю 31 воздушную петельку, а вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. И при наборе петелек эту петельку не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, мы сделаем вспомогательный ряд, особенно с новичками, да, потому что нужно будет пропустить воздушные петельки по узорчику. И чтобы в петельках не запутались, да, поначалу, то мы сделаем столбики. В столбиках новички точно не запутаются. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули и провязали столбик с накидом. И в следующую петельку, и во все последующие петельки вот так вот аккуратненько идем и провязываем столбики с накидом. По итогу количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть если в моем случае я набрала 31 воздушную петельку, значит 31 столбик у меня по итогу получается. Не забывайте, да, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно, да, до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Договорились? И дальше вам покажу сам узорчик. Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Смотрите, в столбиках будем пропускать 2 столбика. Раз, два. В третий столбик мы нырнули в верхушечку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И опять возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем такой же второй столбик с накидом, формируем рогаточку. Вот видите? Рогаточка. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем опять 2 столбика. Смотрите внимательно. Раз, два. И в третий столбик, нырнули, провязали столбик без накида. Угу. Дальше идет повторение. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид.
пропустили 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули и провязываем рогаточку. Это столбик с накидом, 3 воздушные петельки и опять сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик с накидом. Вот она, рогаточка. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик без накида. И у вас формируются вот такие вот рогаточки. Столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка и так далее до конца ряда. Понятно? Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно, а в конце ряда встречаемся. Договорились? Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда наши рогаточки, столбики, все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд? То есть мы пропускаем точно так же 2 столбика, раз, два, и вот у нас 3 петельки подъема, так? Мы с вами в третью петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 5 воздушных петелек. Далее, смотрите, ныряем вот в эту арочку нашей рогаточки и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, накид. И я, опускаясь к столбику без накида предыдущего ряда, ныряю, вытягиваю ниточку, не провязываю, держу на крючке. Раз, сюда же, два, сюда же, с накидом, да, петельки 3, 4, 5. Теперь все вместе провязать до 2 петелек, а теперь 2 петельки вместе. У нас получается вот такой вот пышный столбик. Пышный столбик у вас может состоять из любого количества петелек, любого количества накидов. То есть чем больше вы сделаете петелек и накидов, тем более эффектнее будет такой пышный столбик, шишечка такая, да. Чем меньше сделаете, менее эффектно, но в зависимости от того, какой вы хотите получить по итогу результат узорчика. Но не забывайте, пряжи кушает много. Понятно? Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, переключаемся вот на нашу рогаточку. Так, и в арочку нашей рогатки провязываем столбик без накида. Все, дальше идет только повторение. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять провязываем пышный столбик. В зависимости от того, какого вы хотите. Больше, меньше петелек. Я буду делать 5 накидов и 5 петелек. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, 4, 5. Все вместе провязали и 2 петельки зафиксировали. 2 воздушные петельки и переключаемся на рогаточку, провязываем столбик без накида. Не сложно? Не сложно. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Угу. Давайте в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши шишечки практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы, получается, в арочку провязали столбик без накида, 2 воздушные петельки, далее накид, и вот в последний столбик без накида предыдущего ряда провязываем просто 1 столбик с накидом. Мы точно так же начинали ряд, мы делали 3 воздушные петельки подъема, да, и точно так же заканчиваем ряд. Все, идем дальше. Воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее смотрите, 2 воздушные петельки, раз, два, и в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем рогатку. То есть это столбик с накидом раз, 3 воздушные петельки, раз, два, три, и опять возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 2. Вот видите, рогатка. Далее опять делаем 2 воздушные петельки, раз, два, и присоединяемся вот к верхушке нашего пышного столбика, вот такой вот шишечки беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. Видите? Вот такая картина получается. Опять 2 воздушные петельки, раз, два, и присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда, делаем рогаточку. Столбик с накидом раз, 3 воздушные петельки, и сюда же опять возвращаемся, провязываем столбик с накидом 2. Опять 2 воздушные петельки и к шишечке, к верхушке нашего пышного столбика присоединяемся столбиком без накида. Если вы внимательно посмотрите, то мы с вами повторяем точь-в-точь самый первый ряд. Видите? Рогатка, рогатка. Тут был столбик без накида.
Вот он, столбик без накида. Рогатка, опять рогатка. Столбик без накида, столбик без накида. Поняли? То есть мы с вами повторяем точь в точь самый первый ряд. Все, давайте несложно. До конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, провязали опять наши рогаточки. Все ровненько, аккуратненько. Заканчиваем ряд точно так же, как мы заканчивали самый первый ряд. То есть, смотрите, тут какая особенность. Помните, мы делали 3 петельки подъема и 2 петельки по узорчику, да? Так вот, отсчитываем 3 петельки подъема. В третью петельку мы ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее будем провязывать точно так же, как мы провязывали второй ряд. Вспоминайте. То есть для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого 5 воздушных петелек. Теперь смотрите. Получается, там, где у нас рогатка, в арочку вот так вот ныряем. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Там, где у нас столбик без накида между рогаточками, мы провязываем точно такой же пышный столбик. Я буду делать 5 накидов и 5 петелек. Напомню, что вы можете делать меньше, можете делать больше. Итак, 1, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек и затем 2 петельки вместе. Опять 2 воздушные петельки и в рогаточку провязываем столбик без накида. Видите? Согласитесь, совсем не сложно. Сам по себе узорчик представляет 2 ряда. В одном ряду вы делаете рогаточку, в другом ряду делаете пышный столбик. Рогатка, пышный столбик, рогатка, пышный столбик. Даже не нужно делать в шахматном порядке. То есть ничего сложного вообще нет. Для тех, кто умеет читать по схемке, да, я схемку сюда прикладываю. Схемка старенькая, да, точно такая же, как была в прошлом узорчике, из такого же источника, так скажем, из старой книжки. И какая получается по качеству есть. Поэтому смотрите, наблюдайте, сами себя контролируйте. Те, кто не умеет вязать по схемкам, обязательно посмотрите. Мы с вами уже все провязали, то есть ничего сложного нету. Посмотрите, где воздушные петельки, где столбики, какие столбики, вы все поймете. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво, нежно, ажурно. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какая красота получается. Пышные столбики у нас идут друг над дружкой, все ровненько, аккуратненько. А между пышными столбиками, смотрите, какие интересные звездочки формируются, да? Как вам? Интересно? Необычно? Самое главное, что легко и очень быстро. Смотрите, какой получается ажурчик. В данном, получается, на данной стороне у нас пышные столбики выглядят более выпуклыми, а с другой стороны они такие более плоские. Я так понимаю, что эта сторона будет изнаночная. Хотя, если вам понравятся более такие плоские шишечки, да, то, пожалуйста, может у вас будет лицевая сторона. Ну, в моем случае вот выпуклые, так скажем, более выпуклые шишечки, это будет лицевая сторона. Ну, в первую очередь, конечно, данные ниточки, что подразумевает? Палантин, да? А потом уже, если вы берете летнюю ниточку, то это топики, маечки, да. Это может быть какие-то интересные комбинированные узорчики в юбочке, почему бы и нет. Если это у вас демисезонная пряжа, то это у вас будут обязательно интересные шарфики, да. Опять же, смотрите, очень интересная будет летняя кофточка, летний кардиганчик, особенно если вертикально вот так вот вы также повторите, то будет интересный длинный такой в пол, да. Если вы сделаете одного цвета, может быть разных цветов, меланжевая ниточка будет, либо может быть секционного окрашивания, пробуйте, пробуйте, экспериментируйте, комбинируйте и так далее. Если это будет у вас уже пряжа зимняя, более толстая пряжа, почему бы и нет, не обязательно тоненькая взять, тут интересные будут снуды, шарфы, да, ну и опять же жилетки, да, возможно, ну такие дырчатые, декоративные, но интересные в копилочку ваших узорчиков. Наверняка, вот пока смотрю, можно наверняка в серединку вот этих вот звездочек, да, бусинки сделать. Ну, как вариант. Почему бы и нет. Хотя, возможно, утяжелит данный узорчик, а возможно, наоборот, сделать его праздничным, более нарядным. Пробуйте. Вы большие дизайнеры, у вас много идей, и идейки подбрасывайте в комментарии. Договорились? Так, давайте замерим красоту сегодняшнюю. Итак, я получается, набирала 31 воздушную петельку. Ну вот, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то у меня это, смотрите, получается вот 14 сантиметров. Ну а тут получается, будем считать по шишечкам. Шишечка это 2 ряда, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Последний ряд, смотрите, как хорошо заканчивается, да? Просто ровненько столбиками с накидом. Это 13. И первый ряд наборный 14.
Так, и это у меня получается, сейчас замерим, краешек ровненький, 12 сантиметров. Здорово? Здорово. Девчата, ребята, попробуйте. Вяжется очень быстро. Кто-то мне писал, что узорчик легенький, узорчик ажурненький, быстренький. Вот он, пожалуйста, пробуйте. Да, пряжи, конечно, скушают шишечки, но так вы свяжете очень-очень быстро. А тут смотрите, как заканчивала, получается, ряд. Там, где 2 воздушные петельки, 2 столбика, да? Там, где столбик, столбик. 2 воздушные петельки, 2 столбика. Там, где шишечка, да, за верхушечку, 1 столбик. То есть вообще ничего сложного. Если будете вязать палантинчик, не забудьте по краешку пустить еще столбики, да, 3, 5, 7, ну, сколько захотите. Вот. А так можно все, что угодно вязать. Как вам идейка? Как вам узорчик? Схема, да, схема старая, так скажем, из старого журнала, старой книжки, так скажем, ретро-узорчик. Наверняка многие из вас его уже вязали, так что рассказывайте, что вязали, какими ниточками, что у вас получилось. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.